на интересную презентацию моей подруги. Она приехала из Дании, но корни у нее киевские. Она тут провела детство, юность, а потом она уехала в Данию. Но сейчас она расскажет. Это Виктория Андерсон, диетолог, нутрициолог и психолог. Виктория. Спасибо большое. Ну, что я вам скажу? Огромное спасибо за то, что вы вообще нашли время и пришли сегодня на эту встречу со мной. Мне очень-очень приятно. Спасибо Людочке за организацию. Спасибо всем тем, кто позволил мне сюда прийти. Я очень и очень рада нашей встрече. Прежде всего, я хочу сказать, что сегодня я не собираюсь ничего вам предлагать, продавать, навязывать. Книга это просто, потому что я их привезла сюда для своих девочек, клиентов, выпускников, те, которые у меня проходят мои курсы, только для этого. Ну и чтобы немножко похвастаться, конечно. Но покупать не нужно. Так что, как вы себя ощущаете? Очень приятно. Хорошо, давайте, может, немножко так сделаем. Расслабились. Все, потрясли плечиками, уютно себя чувствуете, ощущаете себя как дома, хотя, вы же понимаете, я у вас в гостях. Ну что, историю немножечко я расскажу о себе, пару слов, а потом мы перейдем к каким-то вопросам, если у вас они возникнут, и немножко расскажу про свою школу осознанного питания, которую я назвала Nordic Balance. Как вы уже поняли, родилась я в Киеве, мне 56 лет. Родилась я в очень хорошей семье, папа мой военный, мама очень интеллигентная, в общем, очень хорошие у меня были корни. Меня все очень и очень любили, и когда меня перенесли на контроль в год, мне был ровно год, мой вес был 16 килограмм 300 грамм. Врачи, тут есть врачи. То есть, понимаете, да, нормальный вес это где-то в 5 лет у ребенка может быть такое, может даже и старше, да. Вот, то есть вся больница сбежалась, вся поликлиника смотрела на это чудо, мои родители стояли и были горды, какой ребенок, все хорошо, с перепеночками, с разными там, я не знаю, какими-то складочками, ну чудо природы. Вот, но это чудо природы уже с детства было погублено. Метаболизм был сломан полностью, обмен веществ был уже, но тогда у нас не было, к сожалению, культуры питания, никто не знал, как кормить детей, чем кормить, да, манная каша и вперед, поехали, кушаем, смотри, птичка летит, открывай ротик, вон самолетик, только и все, и набрали эти килограммы. Но ребенком я была очень активным, и где-то к годкам так 5 оно как-то немножко растряслось, и я такая пухленькая, пышечка, как у нас все украинские детки в те времена, да, вот, и все нормально. Пошла я в школу, и тут началось, меня начали обзывать, меня начали дразнить, я была и жиропа, и кем я только не была, но, слава богу, у меня папа был военным, как я сказала, и мы постоянно переезжали. И вот когда я второй раз переехала в другой гарнизон, я уже понимала своим детским умом, что и как нужно говорить при встрече, как адаптироваться в коллективе, как сделать так, чтобы вообще ко мне никто никак не дразнил меня и так далее. Вот. Во 2 классе меня моя любимая мама отдала на гимнастику, на художественную гимнастику, и я в пачке с ленточкой, как-то легкость у меня была. Ну, парадокс, я была на гимнастике, хотя была самым полным ребенком. В конце 2 класса я также ходила еще в театральный кружок, и в конце 2 класса у нас был выпускной такой спектакль «Репка». Помните? Дед тянет репку, детка за репку, там, или бабка за детку. Вот. И мне посчастливилось, мне дали главную роль. Угадайте, кого играла? Ну вот, и я была горда своим талантом, что мне дали главную роль, и именно поэтому, может быть, потом, много лет спустя, я поступила в театральный институт и стала режиссером и актрисой. Но это было давным-давно, и не об этом сейчас. Да, вот, и
всю свою жизнь я вот таким была пухлым ребенком, но я не была очень большой. Но все равно у меня были эти лишние килограммы, но опять же за счет того, что я такая активная, я везде бегала, прыгала, со всеми общалась, везде какие-то там организовывала вечеринки, то есть оно как-то так, ну, получше стало. В 15 лет я сидела на краю кровати, одевала свои колготки, и моя мама вдруг увидела складку на моем животе. Ну, как у всех, любой, даже худой сядет, все равно и будет складка, да. И она сказала: Виточка, ты что? Надо за собой следить, потому что если ты, когда ты выйдешь замуж, родишь, и у тебя будут дети, и ой, что ж потом будет? В общем, у меня какое-то что переклинило. И с этого дня я начала активно заниматься собой. То есть я садилась на всевозможные диеты, я перепробовала абсолютно все, потому что у меня образовался вот такой вот как бы комплекс, да, того, что, ой, меня не будут мальчики, наверное, любить, и вообще замуж меня не возьмут. Ну, замуж взяли 3 раза, так, это, скажем, да, вот, но не в этом дело. Да, между нами по секрету, вот, и, ну, диетами я себе тоже здоровье хорошо подорвала. Почему? Потому что то беременность, потом набор веса, это роды, набор веса, потом ребенок, кормление, опять набор веса. И вот как-то оно так вот все шло, и полной я не хотела быть, я постоянно себя зажимала, ограничивала во всем, и мне было, конечно, нелегко. То есть у меня такая сила воли очень хорошая, но тем не менее все ели торты, а я там смотрела, но все равно человек не может жить в постоянном запрете. То есть человек не может жить в тюрьме. И в какой-то определенный момент обязательно человек срывается, и опять начинается. И вот, в общем, у меня были вот такие вот гонки американские, вниз, вверх, вверх, вниз. Потом мы переехали в Данию, это было в 91 году, 30 лет тому назад. Я, к счастью, выучила очень быстро язык и попала в хорошую фирму, где я должна была работать среди мужчин, да, опять же, у меня вот это все актерское, мне очень нравится, всем нравится, вот, я за собой следила и себя истязала опять теми же самыми диетами. И перед выставкой неделю я сижу на каком-то бонском супе. Я не ем ничего, кроме этого сельдерея, капусты, помидоров и перца и лука, как сейчас помню рецепт. Вот, ела, хлебала этот суп, он мочегонный. То есть он, конечно, ты худеешь за счет того, что ты постоянно сидишь на горшке, бегаешь туда-сюда, и вроде как жидкость уходит, и все нормально, и ты похудела на 3 килограмма. Но мы же не исправили основное, что, да, водно-солевой баланс, мы все знаем, что такое. Воду убрали, раз, все, нету веса, но поехала на выставку, вернулась, у меня опять было -5, стало +7 через 2 недели. Ну, в общем, и опять новая очередная какая-то диета. Вот так вот я и жила. Бедная, страдала, я была на белковых диетах, я была на овощных, я была на всех, и Дюкан, и Аткинс, и, ой, что я только не помню. Ну, первая моя была диета, никогда не забуду, это была грейпфрутовая диета, после которой меня с трудом откачали, ну так, не то что с трудом, но было нехорошо, я вся покрылась пятнами, у меня аллергия началась, и меня промывали в госпитале, но мне же это же ничего не дало в 15 лет, я все равно решила, что будем и бороться дальше. Вот, ну, я пока немножко рассказала о своей жизни, о том, как я пришла к этим диетам, ко всем, и мы дошли до того, что вот я уже была в Дании, у меня были постоянные командировки, я постоянно летала по всему миру и всегда, опять же, держала себя в руках, потом раз, расслаблялась, и килограммы возвращались, и я, ну, понимала, что так нельзя жить, но тем не менее я так жила. Даже у моих детей, вот у меня дочке 30 лет сейчас, она говорит: мама, а как ты думаешь, у меня нет расстройства пищевого поведения? Конечно, есть, потому что мама пекла каждую субботу, никогда этого не ела. Мама готовила, но тоже ничего там это как-то не ела, все по-другому было. И, естественно, то есть этого нельзя делать, это нужно прорабатывать свою голову, и с этого все и началось. В один прекрасный момент у меня папа заболел очень сильно, и я в то же самое время разводилась со своим мужем. И в этот период времени, как-то я, не замечая, что к чему и как, я набрала 25 килограмм. То есть я уже так расплылась, я стала, как сказать, не просто пухленькой, взбитенькой, а вот так,
а вот такой уже какой-то, да. И мне это страшно не нравилось. К сожалению, у меня нет фотографий, знаете, когда сам себя не любишь и не хочется фотографироваться. Вот. Но одна фотография, может быть, вы увидите, это вот лет 15 назад. Вот так вот я выглядела. Причем я садилась с таким каким-то ракурсом, чтобы никому, значит, не было ничего видно. Можете передать дальше, если кто-то хочет посмотреть. Вот. И здесь я на 15 лет моложе. И я в этот момент, когда я уже стала себя плохо чувствовать, какая-то стала такая уставшая, вялая, я решила, что что-то все-таки надо в этой жизни менять. Тем более я расставалась со своим мужем, и я решила для себя, что все, я начинаю новую жизнь, я буду худеть, я найду новую любовь, у меня все в жизни будет хорошо, и это как бы конец, это начало нового чего-то, новой жизни. И вот я начала опять же экспериментировать. Я поняла, наконец-то, то, что нельзя себя мучить, что нельзя себя ограничивать, что нужно работать прежде всего с головой, с нашими мозгами, с нашими стереотипами, с нашими привычками. Ведь как нас воспитывали? Завтрак съешь сам, обедом поделись, ужин отдай врагу. Ну чего я должна отдавать свой ужин, если я хочу кушать? И вообще врагов у меня-то нету, понимаете? Зачем это делать? Поэтому я считаю, что нет, нужно как-то что-то по-другому к чему-то этому, ко всему относиться. Или вот помните, как ребенок плачет, ну что плачет, на тебе конфетку. Съел конфетку, у него это все зафиксировалось на всю оставшуюся жизнь, что если мне плохо, мне нужно чего-то сладенького. Сейчас мы сами понимаем, да, почему давали нам сладенькое, ребенок успокаивался. Съели сладенькое, сахар поднялся, настроение улучшилось, потом он резко упал, настроение ухудшилось. Но это уже вторая часть вопроса с детьми. Вот, и я экспериментировала долго, я работала над собой, я похудела. Благодаря тому, как я питалась, что я ела, и похудела на 25 килограмм. И этот вес больше ко мне, слава богу, никогда не вернулся. То есть я сейчас в том весе, вот как я выходила первый раз замуж, мне было 18 лет, я весила 65 килограмм, у меня рост 1,62 м. Вот. Сейчас мой вес, вот коридор я имею, 63-65 килограмм. И я себя прекрасно чувствую в свои 56 лет. Конечно, когда я свою там эту систему придумывала, я себя дохудела до 50, по-моему, 8, но это надо было видеть. Знаете, худая корова, не газель. Я была с такими глазами, каким-то потухшим взглядом, щеки запалы и какой-то тусклый взгляд, опять же. И я поняла, что это не мое, но это работает. Вот, ну, после этого я решила, что мне же нужно тоже получить еще одно образование. Как я так могу? Я же не могу людей худеть, сама себя похудела, поиздевалась или как там поэкспериментировала. Но нужно же и попробовать как бы получить знания. Я пошла в школу датскую диетологии, закончила первый курс именно диетолога, но я не клинический диетолог, я не имею права лечить людей с диабетом первого типа. То есть я не могу в госпитале, в больнице работать, но второй тип, инсулинорезистентность и все остальное, у меня это великолепно получается. И по окончанию этого курса, этой школы диетологии, мы все научились вычислять какие-то правильные, грамотные формулы, все было чудесно, сдали экзамен, написали какие-то, проработали реальных людей дела, которых вот нужно было рассчитать там, сколько калорий, сколько белков, жиров и углеводов нужно, да, ну, все это мы умели делать, но я поняла одно, что если мы хорошо считаем, это вообще ни к чему не приведет, это ничто. Нужно идти как-то дальше. Я начала настраивать свое образование, я закончила также курс нутрициологии, потом я пошла дальше на курсы, как бы следующий этап, психологии, и у меня есть диплом психолога, позитивная психология с правом преподавания. Вот. И вот это вот самое главное в нашей жизни. Как мы относимся к себе, к еде, к окружающим нас людям и вообще к жизни.
И потихонечку, и опять там еще там мне дали какие-то курсы. В общем, у меня получилось очень хорошее такое грамотное образование. Но как мои коллеги датские работают? Ты приходишь, к примеру, к диетологу, становишься на такие умные весы, и тебе сразу так чек такой выписывается, сколько у тебя в организме мускульной массы, воды, жиров и что. Потом они тебе дают план питания. Индивидуальный план питания. Для меня план питания – это та же самая диета. Это те же самые ограничения. Тебе скажут, на завтрак ты съела ложку овсянки и банан. На обед тебе нужно скушать 2 яблока, чернослив, курицу или грудку и рис. На ужин тебе нужно съесть еще что-то. Опять же, это все ограничения, это, это скучно. Что вот кушать постоянно эту куриную грудку с рисом или как? На следующей неделе ты опять приходишь, тебя опять взвешивают, говорит, ой, ты не похудела, извини, пожалуйста, но это твои проблемы, значит, ты нарушала. И все, и человек выбрасывает, я даже не буду говорить, сколько денег, у нас там вообще цены странные. Вот, и на этом все заканчивается. Я сама такое проходила, я проходила курс у нас есть знаменитейшая такая диетолог, она, Лена Хэнсон ее зовут, она... просто на всех каналах была в свое время, у нее своя клиника, я тоже заплатила огромные большие деньги, я кушала, как она говорила, у нее было раздельное питание, тоже интересно, вот годы идут и как все меняется, да, раздельное питание, вот что как, когда я уже училась на диетолога, я задавала этот вопрос профессору, а что такое вот как раздельное питание, вот как это Лена Хэнсон, да, съешь там, например, белки ты ешь только с овощами, да, потом нельзя мешать углеводы с белками, все такое прочее. Она меня посмотрела, говорит, ну, Вика, ну что, вот ты съела, да, а каждый продукт по-разному же переваривается. Ты же не можешь сказать вот этому куску мясу, так, ты же сюда не иди, пока 4 часа не пройдет, да, а вот своей этой каши какой-то гречневой, там, скажи, ты тоже придержи здесь немножко, а потом вы там смешаетесь. То есть это все такое вот абсурдное. Но я у нее была в этой школе месяц или 2, питалась без нарушений, и в итоге я похудела на 1,5 килограмма. Она мне сказала, говорит, ну, Вика, ну что, ну не получилось у тебя, значит, вот все-таки что-то где-то ты не так делала, потому что у других получается, и все, и никакой ответственности. Вот, времена меняются, помните, у нас были тоже когда-то лет, наверное, 28 назад, 25, проповедовали, что нельзя есть жир. Тоже у нас была интересная такая диетолог, и она тоже была везде у нас по телевидению. Она брала фарш мясной и замачивала его в горячей воде в какой-то марле, в кипятке, а потом отжимала. И вот это был такой прям хит, она делала котлеты. Ну, что мы только не видели, да? У меня даже ее книжка есть. Я в одном из своих видео тоже про жир, мне девочки задавали вопрос, рассказывала, я показывала эту книжку, рецепт, там какой-то гамбургер с белой булкой, с кетчупом, с майонезом, с каким-то соленым огурцом, но фарш обезжиренный, потому что она его отжала. Вот, теперь мы это слушаем, да, и понимаем, что это неправильно, потому что сейчас все совершенно по-другому. Сейчас мы наоборот говорим о том, что жир нужен нашему организму, белок нужен нашему организму. Ну, в общем, вот так вот я получила и образование, надстраивала, и потихонечку начала я стройнеть всех своих подруг по миру. У меня же получилось, что ж у других получается. Потом я начала маминых подружек. Короче, я бесплатно похудела полмира и очень горжусь этим. Вот, мне это нравится. Я рада работе с людьми, и я знаю, что моя миссия, вот я чувствую это, общаться с людьми и, понимаете, как бы учить их, как самой себе или самому себе помочь, как восстановить здоровье. Я открыла школу осознанного питания Nordic Balance. Так я ее назвала Nordic, потому что это как бы я живу в Скандинавии, а Balance это гармония. Вот, то есть гармония души и тела, вот гармония с окружающим миром. И мне это очень и очень нравится. Что я делала дальше? Открыла эту школу, у меня есть индивидуальные как бы программы, где я веду каждого клиента месяц. И все получается, это тоже с индивидуальными какими-то каждодневными
общением, да, потом я обязательно отправляю вкусный какой-то рецепт, мотивирующую статью, мы проговариваем, как прошел день и так далее. И вот наступил карантин, и я поняла, после того, как все начали выступать с этими видео какими-то, я вижу девочек, которых я стройнела там на 27 килограмм, она опять начинает набирать вес, или ребенок тоже стоит вот с таким Наполеоном и уплетает за обе щеки и тоже поправляется. Я решила сделать что-то новое. Я создала такую рубрику у себя на YouTube-канале, которую назвала «Здоровое питание с Викторией», где мы готовим вместе. То есть в онлайне я готовлю вкусные, полезные рецепты, простые, потому что я очень люблю готовить сама, и люблю поесть сама, но я не люблю, чтобы это вот долго-долго делалось, там что-то там выкручивалось как-то. Все должно быть быстро, просто и красиво, и вкусно. И вот я начала записывать целую серию таких рецептов, видео очень хорошие, правда, я там на них на всех в 2 раза больше, потому что мой муж не умеет снимать. Я говорю, ну ладно, то есть ракурс совершенно другой, ну да ладно, зато рецепты хорошие. Вот. И еще я создала такие онлайн-курсы, которые месячно, 4 недели, подожди, или даже 8 дней у меня есть самые коротенькие, где я всех собираю в группу и мотивирую, мы какие-то делаем тоже упражнения такие психологического плана, прорабатываем свои пищевые привычки, и тоже девчонки у меня стройнеют на там, ну, от 2,5 до 4 килограмм за неделю. В общем, вот так вот я работаю, и мне это очень-очень нравится. И сейчас, когда я приехала в Киев, я встречалась со своими выпускницами, которые худели у меня там 5 лет назад или 7 лет тому назад. И мне очень приятно видеть их счастливые глаза. И мне нравится то, что мне всегда говорят, что те, которые со мной соприкасаются как-то вот даже в общении, их жизни меняется. Почему? Потому что когда мы стройнеем, мы не только внешне меняемся и внутренне соответственно, да, но и вот голова у нас работает по-другому. Мы начинаем себя любить, мы начинаем себя хвалить. Кстати, ваше домашнее задание: перед сном 3 раза себя похвалить. Пожалуйста, 3 раза перед сном себя похвалить. Какая Риточка молодец, я пришла на лекцию, хорошо, я собралась, я вышла в свет и так далее. Можно все что угодно придумать, главное себя хвалить. Это очень хорошо и вам будет помогать засыпать. Почему? Потому что вы будете как бы сосредотачиваться на том и прорабатывать весь этот свой день, прокручивать, ага, что же такое я сделала, вот что же такое хорошее. Будете фокусироваться на хорошем и засыпать в хорошем настроении, и сон будет крепче и слаще. Так что делайте это вам тоже очень хорошо поможет. Первое задание вы уже получили. Что вам еще рассказать? У меня мои девочки, клиенты, мальчики тоже есть по всему миру, потому что я работала прежде всего онлайн, но в этом году я сделала еще и свой кабинет, куда можно прийти, ну, для датчан, да, куда можно прийти, и тоже мы инвестировали в какой-то там приборчик, который может проверить жир, ну, так, или взвеситься, но все мы разные, мы люди такие, некоторым надо даже прикоснуться, чтобы вот у них сдвинулся вес, а некоторые сразу верят или послушают какое-то интервью с кем-то, и у них все тоже прекрасно получается. Но почему мы сегодня собрались? Наша тема какая? Мы хотели поговорить про диабет. И как диабет 2 типа можно вылечить именно питанием. Как я уже сказала, я не врач, но у меня очень много врачей, и я обожаю работать с врачами, потому что это самое интересное. Врачи, они вроде все знают о себе, о своем организме, о физиологии, о психологии. Они учатся в университетах по 10 лет, у них огромный багаж знаний, практики, все. И вместе с тем, когда они ко мне приходят, я удивляюсь. У меня была Наташа 7 лет тому назад. Она у нас в Дании зав. Отделением, как это называется, гикт, когда кости болят, как-то по-русски, ревматизм, вот, ревматизм. Да, ревматолог она, да, и много лет, и очень такая она приятная женщина, все. И ей нужно было похудеть на 1,5 килограмма, всего лишь 1,5 килограмма. И вот она, как врач, педантично написала мне свой план питания. Я никогда не прошу, чтобы мне кто-то присылал этот план питания. Значит, я читаю. Понедельник, там, то-то, 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 вторник, голод и вес, -1,5. Потом среда,
ела то-то, то-то, плюс 800. Потом четверг, ела то-то, то-то, плюс 800. То есть она уже потеряла там 1,5, а уже килограмм 600 набрала. Я говорю: Наташ, вы что, не видите, что вы сами себя мучаете голодом? А потом вес этот возвращается обратно. Так нельзя себя в стресс загонять, потому что ваш бедный организм не будет знать, что его ждать завтра, да. Будет у тебя, запасает все сразу в жировую клеточку, вот. Вот так вот, в общем, и потом как-то так идет, и ко мне эти врачи все приходят, и мне очень интересно всегда поработать, я рассказываю всегда очень просто, легко, как я говорю, в мультиках, вот так вот, потому что не все же врачи, всем же надо донести попроще, вот. Так вот мы работаем. Но насчет диабета. Ко мне очень и очень многие приходят люди, которые за мной наблюдали уже 10 лет, 8 лет, 12, 5 лет, вот так вот. То есть они присматривались, они не верили. И вот когда уже человек вообще ни во что не верит, он как бы находит меня и говорит: да ладно, ну уже все перепробовала, вот последняя надежда, вот получится или нет. И среди таких людей большинство те, у кого уже есть преддиабет, или же инсулинорезистентность, или уже врач говорит: так, с понедельника мы начинаем колоть инсулин, все, сахар зашкаливает, так жить нельзя, ты умрешь, и, если хочешь, или будешь все время на инсулине жить. Вот, и тогда они уже обращаются ко мне, и мы начинаем работать. То есть когда они уже полностью созрели мозгами, они уже готовы, я их беру. У меня есть одна тоже Нина, женщина, она у меня на 48 таблетках в день. Представляете, да, вот, к сожалению, в Европе, там, а в Америке еще лучше, там люди берут таблетку для того, чтобы проснуться, таблетку, чтобы сходить на горшок, таблетку, чтобы взбодриться, серьезно, потом таблетку, чтобы, вот опять же, это бодрость пришла, кофе не помогает, антидепрессант какой-то обязательно, да, и потом, чтобы уснуть. И вот так вот букет вот этот расширяется, и я говорю всегда, что моя миссия заключается в том, повторюсь, чтобы мы должны сами себе помогать, а вот эти все химикаты, конечно, таблетки нам нужны, я не против того, когда это действительно необходимость уже. Есть такие заболевания, без которых ты не выживешь просто-напросто, но если это такая болезнь, как диабет 2 типа или вот-вот будет, это можно спокойно и легко выровнять питанием. Поэтому, да, они ко мне приходят, мы начинаем разговаривать о питании. Что такое диабет? Кто врач скажет какой-нибудь? Говорите. Что такое диабет? Это клеток желудочной железы. Да. То есть идет неправильный обмен веществ, неправильное расщепление глюкозы. И Да. полностью обмен веществ нарушается. Сосуды страдают. Да. Правильно. То есть да, организм не может перерабатывать инсулин. Да, и совершенно верно. Конечно. Инсулин передается кровью по клеточкам и не перерабатывается. И происходит вот это. Какой признак диабета 2 типа? Это сухость прежде всего во рту. Это сухая кожа, это зуд кожи, это резкий скачок веса. Человек набирает вес, вроде ничего не ем, а вот, пожалуйста. Ну, это при первом диабете они худеют, а при втором, как правило, они набирают вес. Страшная тяга к сладкому, к углеводам. И, ну, естественно, жажда, потому что у них сухость во рту. И мы начинаем прорабатывать их план питания. Не план питания, вообще как мы питаем. Что по моей системе можно кушать. Я вам разрешаю всем кушать и вам советую кушать. Килограмм овощей, кроме картошки. Килограмм фруктов, кроме бананов и винограда, вот на стадии на моей, да, это мои секретики такие. Вам можно кушать там 250 грамм творога, вам можно есть 200 грамм сметаны в течение дня, вам можно есть по граммам так, чтобы просто, вообще мы не взвешиваем и не считаем ни калории, не взвешиваем граммы. Можно скушать 2 яйца вкрутую или жареных, вам можно съесть 250-300 грамм мяса или рыбы. Можете тушить, парить, запекать, делать ее как-то на гриле жарить, да. Все это можно есть, кефир можно есть, можете пить кофе, можете пить сухое красное вино, пожалуйста, я ничего не запрещаю. Но когда вот я говорю этот спектр всех продуктов,
и при этом подкрепляю свою систему хорошими, вкусными, красивыми рецептами, они удивляются. И мне звонят первые там дни: Вика, я не могу съесть килограмм фруктов. Ну, говорю, не можешь, не ешь. Или я не могу килограмм овощей осилить. А зачем тебе? Не надо в себя как бы запихивать или насиловать свой организм. Не нужно, не ешь. Но тебе же можно. И в этом вот таится мой секрет. Когда нам можно, нам и не хочется. Если бы я сказала, тебе можно апельсин один съесть, а тебе одну мандаринку, вы бы мне сказали, а я хочу еще яблоко и грушу съесть, и вообще еще что-нибудь, да? А так вам можно и это, и то, и все, и пятое, десятое. И когда вы начинаете готовить для себя любимой, любимого, любимой семьи даже, да, то вы понимаете, что и как скомбинировать, да. Я прошу вас также не есть копчености, не есть солености, не есть вот эти все полуфабрикаты, а просто-напросто, это так легко, взять кусок мяса купить, и так это недорого вам будет, честное слово, потому что когда мы покупаем в магазине какие-то печенюшки, вафельки, тортики, это гораздо дороже получается, чем вы купите хороший кусок или даже просто какой-то дешевый кусок мяса, хорошо его протушите с овощами, у вас будет на несколько дней, вам надоело это блюдо, вы можете завернуть в пакетик, заморозить, вам будет на следующий раз, когда там какое-то время пройдет. Главное включать фантазию, главное есть разнообразно. И когда у вас будет спектр больших продуктов и блюд, вы будете получать удовольствие от еды, вы будете любить еду и прекратите бояться еды. Но возвращаемся к диабету. Те, у которых вот эта вот инсулинорезистентность, это тяга бешеная к сладкому. Вот просто тоже из опыта, у меня одна девочка, она малыша отвозила на велосипеде мимо булочной в ясли, и это была одна дорожка. И она мне звонит, Таня ее зовут, кстати, тоже с Украины. Вика, не могу, я сейчас сознание потеряю, я не могу, я сейчас ребенка уроню, я проезжаю мимо булочной, я аж трясло вот так вот. Я говорю, потерпи недельку, мы неделечку потерпим. Все, у нас вот эта тяга, это я вам гарантирую, она проходит, вас на сладкое не будет тянуть. Это же самая Таня была потом во Львове на свадьбе, через 1,5 месяца сначала со мной, нашего знакомства. Она во Львове, оказывается, там какое-то вообще пиршество вот именно десертов, и все ее подружки ходили, кушали какие-то там пирожные, мороженое, торты. Она сидела и ела ананас и говорит, боже мой, какой вкусный у вас во Львове ананас. Как же это вкусно. То есть вот это все проходит, это я тоже вижу по своим девочкам, которые курсы мои 8-дневные берут, у них уже за неделю заканчивается вот эта тяга, прекращается она. И то же самое с диабетом. Нам самое важное подобрать продукты питания, те, которые я вам перечислила, но вы уже заметили, наверное, что я не назвала ни одной каши. Ни каш, которые мы любим, гарниры, да, ни картошку, ни рис, ни макарошки, какие бы они ни были, цельнозерновые или самые полезные, та же самая гречка. На стадии вот этого выравнивания нашего инсулина нам необходимо убрать все углеводы. Все мы все равно не уберем, потому что каждый продукт содержит белки, жиры и углеводы. То есть вы все равно, хотите вы того или нет, вы получите углеводы из тех же овощей и из тех же фруктов. Так что вы никак себя не лишите, не будет у вас такого, что ой-ой-ой, у меня не будет недополучания вот того одного или третьего элемента. То есть мы убираем вот эти все каши наши на первое время, хотя бы первый месяц, и начинаем питаться дробно, для того, чтобы выровнять нашу инсулиновую кривую. То есть, если вы будете давать своему организму хоть немножечко какой-то полезной еды каждые 3 часа, у вас не будет вот этого взлета сахара и резкого падения инсулина. Потому что, когда мы кушаем, например, кашу, да, мы поели кашу, не знаю, кто-то из вас вот ощущал такое, я, например, на себе это конкретно ощущала в свое время. Если я ем полезную овсянку, с какими-то орешками и там с фруктами, я, доезжая до работы, я была уже опять голодна. Мне опять хотелось кушать. Почему? Потому что это углеводы. Мы поели, и вот многие говорят об одном и том же, что после каши быстро хочется кушать. Поэтому я всегда советую на завтрак съесть что-нибудь белковое, и это может быть тот же самый наш родной творог. Творог с какими-то фруктами порезанными,
не знаю, чашечку кофе, можно сметанки, ложечку бросить. Кстати, у меня на системе все кушают хлеб тоже. Хлеб мы кушаем, мы печем хлеба, у меня много рецептов бездрожжевых, на закваске, творожный хлеб, у меня есть булки. Представляете, булки, мы едим булки. Ну как, мы их печем? Я вас научу. И вот это вот мы можем скушать мою же ту же самую булку, или какой-то хлеб с сыром, или, я не знаю, все что угодно вы можете комбинировать из этого. Если вам хочется ветчины, кусочек положить на хлебушек, тоже на здоровье, с каким-то ломтиком какого-то фрукта, не фрукта, как мясо-то, овощи, да. И, пожалуйста, хотите 2 яйца съесть на здоровье, кушайте, что вы желаете. Потом через какое-то время после завтрака у нас идет перекус. Я прям своих девочек сразу тарелку им отправляю, фотографию, перекус, все поели, быстренько, все начинают там сразу, о, вспомнила, перекус. На перекус вы можете съесть все что угодно, тоже фантазия, у меня тоже целое видео есть полезных перекусов, которые вы можете взять, сельдерей, корень порезать вот такими ломтиками, обмотать его беконом и запечь в духовке. Вы можете съесть, я не знаю, яйцо вдоль порезать, положить ломтик опять какой-то ветчины, закрыть его с огурчиком, будет у вас уже как гамбургер, сытно. И вы немножко съедите, у вас не будет вот такой порции. Ведь если мы будем редко кушать, не будет у нас этого самого режима питания, то ваш организм вечером обязательно скажет: алло, ты же мне не додала микроэлементы, витамины, минералы, и, пожалуйста, дай мне еще что-то поесть. И мы будем как такси вот так вот от дивана к холодильнику, и вот сначала солененького, потом кисленького, потом сладенького, потом горькенького, потом опять сладенького, кисленького, и вот такие вот мы ложимся, а утром просыпаемся отекшие и себе не нравимся. Поэтому, питаясь вот так вот дробно, инсулиновая у нас кривая выравнивается, у нас нет чувства голода, и очень за короткое время, в течение месяца, я вас уверяю, у вас многие показатели будут гораздо лучше выглядеть, чем до того, как вы начали так питаться. Я вам говорю, у меня просто примеров миллион. Печень чистится на 28-е сутки. Казалось бы, все пишут, что после 90 дней только начинается какая-то там... Но у меня есть такой опыт. Одна девочка, у нее тоже был ревматизм, бешеные таблетки она пила очень сильно, и по-женски у нее не все хорошо было. И, в общем, у нее была печень, она сдала как раз анализы, была просто ужасная. И через месяц после того, как она питалась, как я ее просила, она сдала анализы в Дании. Вот так ровно месяц как раз так сложилось. И сбежались врачи, говорят: ой, ты знаешь, Наташа, мы поменяли как-то, с кем-то перепутали анализы. Надо прийти через неделю. Она пришла через неделю, они опять все сбежались. Говорит: Наташа, ну опять то же самое. Что ты делала с печенью так? Ты пила какие-то таблетки, чтобы почистить печень, или какой-то детокс у тебя был? Говорит: нет, я просто сейчас по-другому питаюсь. И у нее показатели выровнялись за эти 2 месяца, практически до нормы опустились. То есть это очень хорошо. Желудок тоже уменьшается, у вас не будет этого бешеного аппетита, потому что вы уже потихоньку, постепенно даете своему организму. И порция будет уменьшаться, желудок, соответственно, тоже. Вот, и будете уходить от этих всяких таблеток. На сладкое вас не будет тянуть. Ужином вы поедите, опять же, какую-то белковую пищу с какими-то, не знаю, тушеными или жареными овощами, какие вы любите. Можно жареное, слегка там как-то где-то на гриле, ничего не будет такого неполезного. Опять же, жирное мясо тоже в меру, пожалуйста, кушайте. Потому что когда мы его запекаем, этот жир выходит и остается тоже, ну, вкус. Что нам дает вкус? Вот именно это сочетание жиров, белков, да, самое вкусненькое получается. А если вам вечером захочется перекусить перед самым сном, казалось бы, ой-ой-ой, то, пожалуйста, ни в коем случае никаких яблочек или же там каких-то сладких фруктов. Это не из-за того, что вы растолстеете, а из-за того, что там опять же у вас инсулин подскочит из-за фруктозы в фруктах, да, и вы немного взбодритесь на какой-то вот коротенький период времени. И если вы сразу идете спать, и вы потеряете вот этот момент засыпания, все, у вас будет плохой сон в эту ночь. Поэтому я говорю, не надо кушать фрукты перед сном. Хотите покушать, перекусите яйцом, вкрутую сварите себе яйцо и съешьте там с каким-то огурчиком, и вам будет вкусненько, и вы насытитесь, и у вас не будет тяжести в животе, вы будете с легкостью засыпать и с сытостью просыпаться, да, то есть у вас не будет, опять же, вы не переедите на завтрак. Вот. А когда яблоки?
Как, пожалуйста, в течение дня ешьте. Но еще что интересно, вот есть продукты, которые насыщают, а есть, которые вызывают аппетит. Я вначале всегда советую девочкам разделить бумагу на 2 части и написать продукты насыщающие и продукты, которые, наоборот, возбуждают аппетит. Вот к яблоке, если я съем яблоко, я буду голодная. А если я съем яблоко с, я не знаю, кусочек сыра возьму рядышком, да, белок, или же даже с черным хлебом, или я запеку это яблоко, все, я наелась, я 2 часа свободно могу ходить и гулять. То есть, понимаете, если вас насыщает яблоко, у меня есть такие тоже, которые вообще, они говорят, а я могу целый день на яблоках сидеть, и нормально. Так что это тоже уже можно, чтобы все это можно делать по отношению к себе. Главное, что в этом деле? Слушать себя. Наш умный организм, он вам подскажет все, что вам съесть, что вам не нужно есть. Если вас на что-то тянет конкретное, то тоже нужно разобраться. Может быть, у вас не хватает каких-то, микроэлементов, понимаете. Тоже можно обязательно сдать, и нужно, анализы, проверить и сахар в крови, и на печень сдать анализы какие-то, да, там, щитовидку. Все это под контролем наших любимых врачей, а потом переходить уже, естественно, к здоровому питанию. Но здоровое питание должно быть не пыткой, ой, бедная я, все, я не могу съесть торт или конфету, ой, какая несчастная, все кушают. Нет, ты можешь съесть торт, но ты должна подумать, сколько ты хочешь, ведь у нас же, как мы ощущаем продукты, да, возьмите кусочек этого тортика ложечкой, и пососите, посмокчите, попробуйте, ощутите вот этот вкус, и потом проглотите, и увидите, вам будет достаточно 2 чайных ложек этого торта. Вам не нужно съедать прям целый торт. Почему? Потому что вот день рождения у кого-то. Обратите внимание, когда вы кушаете мороженое. Мы когда такое оно сладкое, вкусное, раз лизнули мороженое, да, и вот этот фонтан пошел. 2 еще тоже нравится, 3, на 4-й лизок ваш язык онемел. Вы уже не чувствуете вкус, но по инерции мы ходим и кушаем это мороженое, которое уже нам даже не приносит никакой пользы, но мы все равно, мы же заплатили за мороженое, может быть, да, отдайте не врагу, ну, мужу, соседу, не знаю, кому-то дальше. Помните, как шашлык дружба, пожуй, передай другому, полезал, пусть еще кто-то насладится твоим мороженым, вот. И так все потихонечку можно, все себе нужно разрешать, но опять же, когда мы уже выровняли вот это вот, то, что мы говорили, да, сахар, когда вас не будет тянуть вот эту вот тягу, это уже немного приглушили, а вас не будет тянуть, потому что вы будете есть белки и жиры, вы будете кушать много овощей и фруктов, то есть у вас будет уже как бы сбалансированное это питание. Ну и, конечно же, гуляйте на улице, ну хоть немножечко, хотя бы пройдите одну остановочку на улице, вот именно на свежем воздухе. Я советую не сидеть на велотренажере, там, знаешь, типа я спортом занялась, или бежать на беговой дорожке где-то в каком-то спортзале, где спертый запах, извините за подробности, да, а просто выйдите и подышите свежим воздухом, где бы вы ни жили, в какой бы вы деревне ни были, всегда можно найти какое-то прекрасное место, где вы можете найти какое-то красивое дерево, посмотреть на него и сделать фотографию, или какую-то корову увидеть на холме и сделать фотографию, и вот побыть в этом моменте. И тогда вы и погуляли, и подышали, и у вас настроение выровнялось, вам стало как-то, вы стали ближе с природой, я не знаю, цветочек понюхать какой-то, да, или даже кто-то с собакой пошел, улыбнитесь, посмотрите на этого красавца, какой идет. У вас уже настроение будет другое, и заряд энергии вы получите, и вы уже будете ловить вот этот момент прекрасной нашей жизни, потому что жизнь прекрасна. И всегда нам нужно думать о том, что к себе нужно относиться точно так же хорошо, как к самому лучшему человеку, которого вы любите на этой планете. Вот так вот нужно себе. Помните, мы всегда, нельзя быть эгоистом, вот нельзя. Да, нужно быть эгоистом, потому что вы у себя одна или один. Поэтому нужно себя любить
и инвестировать в себя, в свой организм, в свое здоровье, потому что мы не можем пойти в магазин и сказать: ой, можно мне вот это тело, пожалуйста, на распродаже, можно мне поменять вот сейчас, вот, или органы какие, такого не бывает. Поэтому то, что у нас есть, мы должны лелеять и любить. И вот этот самый здоровый эгоизм, как говорят психологи, он нужен. Знаете, у меня была такая история, когда мы только приехали в Данию, и моя первая подружка Лена Андерсон тоже, и она замужем была за датчанина, значит, и мы к ним в гости приходим, и она мне говорит: Вика, ты представляешь, я накрываю стол, беру лучшее вино, ставлю, значит, а мне Урли говорит: а чего это ты, Лена, взяла это хорошее вино? Как, к нам же гости приходят? Говорит: нет, мы возьмем другое хорошее вино, но это мы выпьем при свечах вдвоем. И она говорит: ты представляешь? А мы же, говорит, всегда все самое хорошее ставим, там сами себе во всем отказывали раньше в советские времена, помните? Но гости пришли, все, накрыт стол, все ломится, все вообще. С лучшей посудой, да. Вот это платье я одену потом когда-нибудь, я буду беречь, да, и все так. Нельзя, потому что, может быть, завтра этого и не быть. Понимаете? Вот так вот. И нужно думать о том, как прекрасно мне сейчас и как хорошо, и заботиться о своем здоровье, о своей энергии. И когда вы будете себя любить, вы будете излучать эту энергию и делиться этой энергией с другими, и подзаряжаться этой энергией. Будет такой обмен. И будете себя прекрасно, хорошо чувствовать и наслаждаться собой, своим отражением и этим прекрасным миром. Так что, дорогие мои друзья, очень рада вам и благодарна за то, что вы все ко мне сегодня пришли. Мне очень это все приятно. За то, что послушали меня, за то, что выслушали мою историю. И еще, кстати, один момент упустила. Вот я весила 16 килограмм 300 грамм. И самое страшное, что может происходить в нашем организме, вот деление жировой клетки, да, это происходит от 0 до где-то 18 месяцев после рождения. И также в период полового созревания, когда вот у девочки первые месячные начинаются, да, если мы раскармливаем наших детей вот эти 2 периода жизни, то большой вес гарантирован, к сожалению, да, и это нужно знать и помнить. Почему? Потому что потом они будут жить и всю жизнь страдать или мучить себя диетами и голодовками, а этого нам не нужно. Так что это так на потом для детей, внуков и так далее, чтобы мы... И дети, они же всегда знают, что когда они хотят. Попробуйте ребенку дать грудь, если не хочет. Тебя будет этими ручками отталкивать, отодвигать, и никак не получится. Да? Вот это мы также должны чувствовать, вот это сигнал естественного насыщения, что мне хватит. А нам же как, нам же хочется еще. Ну, так же было вкусно. А потом думаешь: боже мой. Я вспоминаю всегда, еще отклонюсь. Мы когда в Киеве жили, к родителям приходили на вечеринки, но так же все же было вкусно, так же много. И я говорю: мама, боже мой, я никогда не забуду, мы ехали в трамвае, и я боялась, если мне муж спросит, открыть рот, потому что мне была фаршированная утка, знаете, вот тут вот у меня стояла, и я не могла дышать и вообще и слова сказать. И вот это вот чувство этой тяжести, я думаю: боже, это же кошмар. Это же как же так можно было есть, молодая девочка в 19 лет, ух. Я, кстати, вам могу показать кое-какие фотографии, если вы хотите посмотреть. У меня такого альбомчика нет. Ну, это я после родов, если вы дадите там дальше, да. Вот. Пустите там такие вот. Дальше можете передавать другому. Смотри, какая красавица. Просто гренадер. Вот, тоже такая, знаешь, тут отрезала немножко себя. Да, чтобы было чуть-чуть поменьше. Спасибо. Там передавайте дальше. Здесь тоже себя половиночку отрезала. Видите, как? Вот отрезала немножко, потому что толстость не видно, ну, не видно было фигурки.
Да, девочки, если какие-то есть вопросы ко мне, то задавайте, буду отвечать с удовольствием. Хорошо, вы сказали, что это только по поводу углеводов в первый месяц, да, когда нужно выровнять, а потом можно, в общем-то, как бы вернуться, да, если там, Потом, если... там необходимо. Да, если вам, Желание. вот, если вам захочется, но самое интересное, что у меня тоже вот эта самая Наташа, которая ревматолог, она говорит: Вика, я не могу, я начинаю свой день с овсянки, вот я не могу, я говорю, я тебе верну твою овсянку, у меня была 4 месяца, и вот я через 4 месяца говорю: Наташ, ну все, помните, я же хотела на 1,5 килограмма похудеть, она похудела на 8,5, и вот я ей говорю, ну когда, ну все, больше тебе нельзя худеть. И она говорит: все, я возьму эту овсянку. И она берет эту овсянку, начинает ее есть на завтрак, и не поверите. Она говорит: боже мой, она же какой-то такой консистенции тягучей какой-то, такой неприятная. Она ее не смогла есть. И еще что про это. Да, вот она вот говорит: мне совсем невкусно. Почему? Потому что у нас за месяц чистятся рецепторы языка. Вот понимаете, да, когда мы убираем вот эти соленое, копченое, сладкое, переслаженное, и у вас начинает проявляться новые, вот это как зубная щеточка. Мы чистим зубную щетку, там что-то обязательно все равно западает вот этих между волосочков, да. И мы, когда почистили наш язычок, который состоит из миллиарда этих сосочков, мы ощущаем вкус. Что-то нам, то, что казалось не сладким, скажется сладким, фрукт какой-то. Кого-то начинает тянуть, как у меня одна Нелли, на сельдерей. Она говорит: Вика, не могу, прохожу мимо сельдерея, меня аж трясет. Что у нее лучше сейчас овощ сельдерей в пучке. Так что это происходит очень интересно все. Так что, конечно, пожалуйста, но опять же, если вы захотите, возвращайтесь. Но сельдерей вы рекомендуете именно вот сам плод или Все, черешковый можно взять просто тоже как, да, погрызть его, он очень полезный, он тоже очень мочегонный, если что, да. То есть можно очень много разных блюд сделать и каких-то вот таких перекусов. Главное вот экспериментировать. Сейчас же все у нас в доступе, интернет. Кстати, вы подписались на мой YouTube канал? Все, сейчас будем подписывать вас всех, и я вам покажу, там очень много интересных. Как вы относитесь, кстати, к соленой рыбе? Тоже с овощами? Соленая рыба, вы понимаете, я хорошо отношусь ко всему, абсолютно, как всем диетам, так и... Это не диета, это Да, кусочек рыбы, если вы съедите, вам плохо не будет. Вот. Людочка, у тебя есть телефон показать мой YouTube, как его набрать? Потому что у меня тут нет Wi-Fi. Так что Виктория Андерсон латинскими буквами, Nordic Balance, YouTube. там канал по-русски? Там все по-русски. Меня все ругают, что почему я по-датски рот не открою. Да, да. Да, потом Nordic Balance и YouTube. Да, я просто, против всех этих углеводов, которые нам не нужны. Они нам совершенно не приносят никакой пользы нашему организму, углеводы. Такие вот, которые, как макароны или картошка, да. Еще при диабете самое важное – смотреть на гликемический и инсулиновый индекс продукта. Потому что та же самая морковка, она имеет, когда сырая, по-моему, там, пусть 25, да, инсулиновый индекс, а когда она вареная или тушеная, 95, бум, все, это чистый сахар. Вот. Тоже у меня очень хорошее видео есть насчет инсулинового индекса и гликемического индекса, тоже такое коротенькое я записывала. Да, свекла то же самое. Угу. А картошка вареная, если она сырая, то на здоровье. Кто же будет есть сырую? А когда она... То есть некоторые даже советуют вымачивать картошку, да, чтобы вышел этот крахмал, и на следующий день ее там как бы промокнуть, и можно сделать, запечь ее в духовке, она будет лучше усваиваться организмом. Вот. А иначе все это ведет к такому печальному. Так что, но все равно, опять же, мы все живые, слава богу. У нас у всех есть дни рождения, какие-то, я не знаю, праздники в этой жизни. Они должны присутствовать в нашей жизни. И, конечно же, когда вы приходите в гости, вы не должны прийти с куриной грудкой, с рисом. Все, я на диете.
Да вас заклюют, вы вечер всем испортите. Нельзя. Вы должны просто Конечно, всегда можно найти. вот посмотрели и выбрали себе то, что вот, к примеру, у вас нет в доступе каждый день, да? Ну, к примеру, утиная там ножка или грудка. Вот, ну и тут же лежит курица. Курицу вы себе можете каждый день позволить, а вот утку нет. Выбрали, значит, себе кусочек такого мяса, или там какой-то шашлычок, выбрали еще что-то, какой-то салат. Если этот салат стоит, как мы все любим, в майонезах, да, возьмите сверху, не перемешивая, положите себе, потому что весь майонез, он уже на дне. Возьмите себе там раз, и вам будет тоже вкусненько. Или вообще можно не заправлять салат, а поставить рядом эти соусы, и йогурт там, да. Ну, молодцы. Вот. Или можно тоже самому сделать этот майонез дома в домашних условиях. Есть вопросы, задавайте. Угу. Да, Виктория. Нашла? Ура! Спасибо, подписывайтесь. И там же есть и разные рецепты. Я заменяю, вот просто я всем говорю, кушать все, что вы любите, только заменяйте, к примеру, пшеничную муку на соевую муку. Потом сахар, я запекаю яблоки или груши, потом перемалываю их в блендере и добавляю вместо, и он дает такую сладость, когда груша печеная, да. Сахар вообще не даю даже, нет. А что вы добавляете? Вот вы перебили, Запеченные, стекла, сок стек. Да, потом я добавляю это в муку соевую, добавляю немножко, мелю зернышки, да, инжута, да, и льна. Супер хорошо. Получается такая хорошая консистенция. Посмотрите у меня на ютубе рецепт хачапури. Очень вкусно, серьезно. Вот просто получается тесто жидкое, потом этот сыр со сметаной, немножко творога тоже перемешиваю с чесноком, и еще второй слой, и запекаю как пирог, режешь. Очень вкусно. тесто вы делаете с какой муки? Беру семя льна, мелю, потом добавляю немножко сои. Вот эти все рецепты у меня есть, да, и там и письменно, и так посмотреть тоже. Виточка, сейчас скоро будет новая рубрика «Омоложение лица». Да. Тоже йога для лица? Тоже будет, да. Я уже год занимаюсь йогой для лица, изучаю и как и что. И, в общем, мои девочки, я считаю так, ну, не только стройнеют, здоровеют, хорошеют, но еще и молодеют. Дуже вам дякую. Спасибо. Ви знаєте, послухала, дійсно така енергія, хай Бог допомагає вам. Ой, моя хорошая, спасибо большое. Всего доброго, спасибо. Хорошая энергетика, я всегда. Ну, спасибо большое.